Недавно на экраны вышел фильм «Форд против Феррари». Фильм очень хороший, очень классные актеры. На самом деле минимум спецэффектов, максимум живых съемок гонок. Сами гонки занимают львиную долю фильма. Хороший сценарий. Но самое классное это то, что весь фильм был снят на реальных событиях, и он описывает жизнь одного гонщика Кена Майлза. Нам не удалось узнать, насколько действительно этот человек был таким, каким его показывают в кино, но мы можем сделать физиогномический разбор и понять, какие же черты были на самом деле у этого человека. Приступим. Итак, у нас есть несколько фотографий. Это, собственно, старые фотографии той эпохи. И уже здесь видно, что на самом деле по всем чертам лица этот человек немножечко отличается от основной массы. Ну вот. Кстати, это Кэрол Шелби, которого играл Мэтт Дэймон. Его показывают как сильную личность. Так ли это на самом деле? Ну, прежде всего, давайте обратим внимание на его челюсть. Челюсть, мягко говоря, мощная. Она высокая. Вот здесь хорошо видно. Она очень высокая. И она не абсолютно клиновидная, но в общем и целом присутствует в ней такая характеристика, как сужение. Это люди напора, это люди силы, это люди давления, это люди идут до конца, это люди, которые идут до последнего, невзирая ни на что. Если бы она была прям совсем клиновидная, было бы, мне кажется, даже где-то проще. Но вот эта ее форма заокругленная делает человека еще более эффективным в достижении его целей. Далее, обратите внимание на щеки. Их просто нет. Собственно, они в тонусе или даже чуть впалые. А щеки — это наш индекс запаса. Да? Здесь у нас откладывается жировой запас, если есть такая возможность. Но если человек много работает, активно выкладывается, постоянно отдает больше, нежели получает, ну, особенно у спортсменов, тогда щека будет в таком состоянии, тонус или немножечко впалая. Что здесь важно понять? Такой человек не будет брать пленных, да, в хорошем смысле этого слова. Такой человек, по сути, привык так относиться к себе, что если он будет также относиться к другим, они как бы почувствуют, что не так уж им комфортно на самом деле, как хотелось бы. То есть им требуется минимум для себя, и это люди, которые проявляют себя как более жесткие. Важно, не жестокие, но жесткие. Еще важный маркер, обратите внимание, вот эта складочка. Здесь она видна, здесь она хорошо видна, и вот здесь чудесно. Обратите внимание, вот эта складка и вот эта складка. Это складка, которая соединяет щеку и жевательную мышцу. Собственно, в метафизическом плане это такой некий логистический канал между складом и неким мотором, который сжигает все запасы. Когда человек привык отдавать себя до последнего, привык мобилизировать все свои ресурсы и сжигать их при какой-либо необходимости, прорабатывается вот такая складка. Это редкая история, на самом деле ее надо заслужить, а заслужить ее надо просто привыкнуть бросать себя на амбразуру, да? Привыкнуть идти до конца и абсолютно себя не жалеть. Попытаться переломать такого человека практически невозможно. Он, собственно, сам себя доводит до такого состояния по своей воле. Поэтому да, здесь у нас абсолютно изначально генетически мощная челюсть и приобретенные щеки в тонусе и приобретенная складка щека-желвак. Редкая история, и она оттого более ценная. Что еще? Сейчас найдем хорошую фотографию, где видна у нас морщина, идущая от глаза.
Вообще-то вот эти морщинки говорят о том, что человек более панорамно оценивает ситуацию. Но вот это, которое идет от глаза, по сути, она тоже является проекцией от глаза на челюсть. Глаза отвечают за цель, челюсть у нас отвечает за волевые достижения, и по сути эта морщинка говорит о том, что человек, если что-то запланировал, то он этого достигнет. Единственное, что морщина, которая идет от внешнего уголка глаза, она не такая жесткая в проявлении, как та, которая идет от внутреннего уголка в глаза. Скажем, это люди более эффективные и менее затратные. Но в общем и целом у нас есть куча приобретенных маркеров, которые говорят о том, что человек привык расходоваться, привык достигать, привык к жесткому сценарию. Поэтому да, это однозначно жесткая личность и сильная личность. И, ну, собственно, в подобных условиях, достиженческих условиях, такие люди будут получать больше. Ну, у них банально волевого потенциала больше для достижения своих целей. Итак, идем дальше. Смелость. В фильме много эпизодов, которые говорят о том, что человек был по-настоящему смелым. Аварии, езда на машине за ее пределами или оценка пределов машины, как на испытаниях, так и в гонке. Давайте подумаем, что за это отвечает. Ну, прежде всего челюсть. Чем мощнее челюсть, тем беспечнее является человек. Почему? Потому что он сильный, соответственно, нет необходимости как-то оперативно реагировать на риски или же бояться чего-либо. Далее, обратите внимание, насколько глубоко посажены глаза. Сейчас попробуем найти более удачную фотографию. Люди с глубоко посаженными глазами — это те, которые, ну, по сути, эволюционно древние воины, древние охотники. И чем глубже посажены глаза, тем легче входить в схватку, и не бояться, что какая-то ветка выбьет глаз или же там зверь сможет как-то поцарапать. Это люди, которые не отводят взгляд от опасности, это те люди, которые, ну, собственно, не шелохнутся, то, что называется. И действительно, множество, собственно, эпизодов в его карьере, которые об этом говорили. В конце концов, это даже его смерть, потому что на самом-то деле Кен Майлз занял второе место, потенциально первое, но вообще второе в гонках Ле-Мана 1966 года, но через пару месяцев он разбился, испытывая другой прототип Ford J-Car, и он работал за пределами и не смог, как бы даже не пытался как-то себя беречь, по сути, и разбился. Поэтому для гонщика очень важно иметь какую-то... Ну, для гонщиков старой эпохи все-таки смелость была важнее. Для гонщиков современных чувствование машины является более важным. Идем дальше. Что еще нам важно сказать про Кена Майлза? Это его фрондерство, это его эпатаж, это его постоянные, что ли, ссоры, которые показывали в фильмах. Неизвестно, был ли он такой на самом деле, но, по крайней мере, нигде никто об этом ничего не пишет. Точно известно, что скандала такого не было, как его раздули в фильме. Но мы можем однозначно утверждать, что этот человек все-таки был фрондерским, эпатажным и говорливым. Обратите внимание на форму носа. Это ястребиный нос. Собственно, когда у нас ястребиный нос, когда у человека такой нос, говорит о том, что он привлекает внешнее внимание к себе, делает это по-разному. Можете посмотреть на Леди Гагу, Брюса Уиллиса. Независимо от того, какой величины нос, сама дуга говорит о фрондерстве, провокативности и эпатаже. Также в вопросах чести и достоинства зачастую. И явно выраженный подбородок, очень сильно выпирающий, вот эта часть. По сути, чем больше, чем длиннее подбородок, тем словоохотливее является человек. Поэтому я считаю, что эти эпизоды, которые показали в фильме, они все-таки имели определенное обоснование. Хотя нет никаких документов, которые свидетельствовали
о таком поведении Кена Майлза, я считаю, что какие-то люди, которые присутствовали, которые слышали об этом, все-таки говорили о том, что действительно это была очень такая провокативная личность. Что на самом-то деле ничего плохого о ней не говорит, просто это такое свойство человека. Далее, интеллект. Насколько был выражен у него интеллект? Прежде всего можем посмотреть на форму лба. Во-первых, лоб высокий, довольно-таки высокий. Причем он раза в 1,5 выше, чем у Кэрролла Шелби. На этой фотографии не видно, но здесь однозначно, по моему опыту, по моим наблюдениям, лоб выше среднего значительно. Если мы говорим про угол лба, здесь он ближе к прямому, между прямым и среднескошенным. Люди с такими характеристиками лба – это люди высочайшего интеллектуального потенциала. Мы говорим про IQ и мы говорим про потенциал. То есть IQ – это логико-математически только 2 из 8 видов интеллекта. А потенциал говорит о том, что если его развиваем, то хорошо, если нет, то, собственно, нет. Тем не менее, люди с такой формой лба – это те, для которых инженерная деятельность, конструкторская деятельность, логическая, математическая деятельность в принципе норма. Ну, им лобные доли, которые отвечают за причинно-следственные связи, раскрываются очень хорошо именно в таких видах деятельности. Ну и программирование, собственно, туда же. Поэтому, да, Кэрролл Шелби и Кен Майлз не принимали вот прям такого непосредственного участия, ну, скажем, не строили Ford GT40 своими руками, но я уверен, что во многом они в этом принимали активное участие. Далее, давайте посмотрим на его брови. Обратите внимание, насколько они поредели. Во-первых, они были густые. Густые брови говорят нам про эмоционального, темпераментного, естественного человека, а их редение с висков говорит о том, что человек активно использует интеллектуальный потенциал височных долей. Это, как правило, комбинации, это просчет вариаций, это аналитика. Собственно, это человек, который много занимался расчетами. Ну, либо же там, не знаю, чемпион мира по шахматам, но, скорее всего, много занимался расчетами. Далее, обратите внимание, морщинка. Вот эта морщина. И вот здесь у нас морщины в зоне переносицы, которые свидетельствуют о том, что человек активно включается в какие-то процессы здесь и сейчас. Он, собственно, либо занимается каким-то черчением, либо же своими руками что-то делает. Но делает это прям вот очень близко от себя. Что, знаете, появляется и у бухгалтеров, и у тех, кто занимается часами, и у ювелиров, ну, собственно, у конструкторов тоже. Что еще? Нос. Нос у нас не является свидетельством интеллекта в классическом смысле, но это интуиция и это стремление докопаться до чего-то, если нос большой. Если мы посмотрим на... Сейчас мы выберем фотографию. Ну, во-первых, в анфас видно, что нос, мягко говоря, выдающийся во всех смыслах. И вот чудесная фотография, кстати, вот еще более чудесная фотография, где видно, насколько нос высокий и длинный. Это настоящий исследователь, который хочет докопаться до сути, понять все происходящее, хочет понять первопричины, почему именно так все происходит. Кстати, такой нос был у еще одного известного исследователя и конструктора, изобретателя Жак-Йва Кусто. Итак, мы видим, что у нас получается очень интересный портрет личности по-настоящему сильной, по-настоящему смелой, фрондерской, но при этом интеллектуальной и человека-исследователя, человека-конструктора. Мог ли такой человек победить на Ле-Мане 1966 года? Мог. Почему не победил? Потому что, опережая своих ближайших соперников, причем членов своей команды, на пару минут все-таки поддался требованию компании и притормозил.
Но очевидцы говорят, что Брюс Макларен в последних пару метров дал газу и обогнал Кена Майлза. Более того, если бы они финишировали одновременно, все равно бы выиграл Брюс Макларен. Почему? Потому что стартовал он значительно позади, поэтому по правилам Ле-Мана за это же время проехал больше дистанцию в километрах или уже даже в метрах. Кстати, это тот же Брюс Макларен, который позже основал гоночную команду Макларен, позже компанию производителя Макларен, за которую ездили такие знаменитые гонщики, как Мика Хаккинен, как Айртон Сенна. Это та компания, которая создала один из лучших автомобилей в мире, Макларен F1. Если вам понравился этот физиогномический разбор, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наш канал, поставьте там колокольчик. Напишите, кого бы еще вы хотели разобрать. Возможно, это будет Кэрол Шелби, возможно, это будет Ли Якока, который тоже проявил интересную роль во всей этой истории и позже был признан одним из величайших менеджеров в мире. Жду ваших комментариев, до встречи!